Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья, и этот ролик у нас вместо трансляции. Приносим свое извинение нашим дорогим зрителям, что трансляция по причине не очень хорошего интернета не пошла. Немножко о себе. Меня зовут Сухова Дарья. У меня два высших образования. Первое техническое, второе психологическое. Я 25 лет работаю с детьми и взрослыми по разным направлениям. У меня у самой два взрослых ребенка. Старший сын недавно защитил докторскую диссертацию по физике. Второй ребенок у меня учится и получает высшее музыкальное образование. Они выбрали свои профессии, свои интересы сами. Помимо этого у меня был свой собственный психологический центр. Он просуществовал 10 лет. Был свой детский сад, и поэтому через меня прошло громадное количество детей, и проблемных детей, и сохранных детей. И решали мы разные проблемы и с поведением, и с обучением. В общем, все, что в жизнь нам подкидывало, то мы и решали. Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, я хочу еще раз поговорить о дислексии. Что такое дислексия? Дислексия – это такая особенность развития, когда ребенок в силу каких-то причин не может читать. Сейчас до сих пор неизвестно, из-за чего. Существует несколько мнений, почему ребенок не может читать. Одни это связывают с недостаточной сенсорной интеграцией. То есть, когда развитие ребенка пошло не совсем грамотно. Например, дети не ползали. Когда ребенок не ползал, значит, у него там не сформировались те зоны мозга, которые отвечают за пространственное мышление, за понимание вверх-вниз и другие всякие вещи. И именно от того, что он не ползал, у него не сложилась определенная координация, и из-за этого, значит, не идет чтение. Другие считают, что это какие-то мозжечковые поражения. То есть это связано с мозжечком, потому что мозжечок у нас отвечает за синхронную работу тела. Опять через тело какие-то проблемы, связанные с телом. Есть Рональд Дэвис, и он считал, что дети с дислексией – это особо одаренные дети, которые могут мыслить образами. У них мышление очень скоростное, очень быстрое. Оно в 400 раз быстрее, чем вербальное мышление. И поскольку у ребенка так прекрасно получается мыслить образами, то зачем ему вообще к этому речь, когда образами он мыслит быстрее, качественнее, и у него все лучше получается. И эти дети, они как бы умеют не просто мыслить образами, они еще умеют как бы закрутить мир вокруг себя. И именно от того, что они экспериментируют вот с этим зрительным изображением, они так специфически учатся в результате потом многим вещам. Тут нету единого мнения, нет правильного и неправильного. Дело в том, что когда я работала с детьми с дислексией, у меня были дети, у которых совершенно прекрасно была вся сенсорно-моторная интеграция, то есть моторно они были развиты великолепно, никаких отставаний в этом отношении у них не было, и при этом они не могли читать. Были дети, у которых было и нарушение и фонематического слуха, об этом тоже хочу отдельно сказать. Дело все в том, что фонематический слух начинает развиваться у ребенка еще внутриутробно. То есть слух вообще у ребенка начинает формироваться еще пока он плод и внутри мамы. И развивается он с 2 месяцев беременности мамы. Поэтому тут очень много зависит от того, насколько мама ведет какой активный образ жизни. Если мама много двигается, много бывает в разной среде, в которых там встречается, там, то она и на концерты она ходит, и там слушает музыку, и где-то там слушает плеск воды, может быть, там шум океана. То есть, когда вокруг нее много звуков, то и у ребенка это хорошо развивается этот звук. Если мама всю жизнь, всю беременность лежит, глядя в компьютер, то понятное дело, что вот даже внутриутробно это как бы этот пока анализатор развивается хуже. Но дальше очень зависит от развития ребенка. Опять же таки, большинство сейчас родителей, очень много, по крайней мере в моей практике, очень многие родители начинают впихивать в ребенка эту аудиальную информацию, ставя его постоянно какие-то то мультики, то какие-то песенки, то какую-то музыку. И в результате ребенок не обучается каким-то звукам, а начинает воспринимать всего окружающего, его шум – это как единый шумовой фон.
Для того, чтобы у него действительно все, что вы ему ставите, работало на слух, нужно, чтобы была то какой-то стимул, то тишина. То мама что-то сказала, тишина. То есть нужно обязательно перемежать абсолютную тишину с разными стимулами и звуками. Еще, когда дети раньше росли в деревне, у них вокруг была природная среда, они слушали много звуков птиц, там вообще очень много звуков было различных, издаваемых окружающим миром и природой. И дети в силу их развития всегда подражали этим звукам. То есть чем больше ребенок маленький подражает, тем лучше у него развивается слух, тем лучше у него развивается вот это умение слушать, то есть вот по сути, чем потом становится фонематический слух. То есть это тоже относит вот это нарушение фонематического слуха, а тоже относят к проблемам, именно из-за чего ребенок не начинает читать. То есть поскольку он не дослышивает что-то, он начинает позже говорить, он начинает позже читать и все такое прочее. То есть вот гипотез очень много, идей очень много, и в принципе, когда дети приходят с дислексией, корректировать приходится много чего. И фонематический слух, и координацию движения, и тактильные ощущения, и много чего. То есть мы корректируем то, с чем пришли. Тут я еще хочу рассказать, сделать такое отступление, немножко рассказать, чем мои принципиальные методы отличаются от методов других специалистов. Сейчас очень, кстати, много роликов по сенсорной интеграции. Адресую вас обязательно посмотреть. Там очень много полезной информации, очень много полезных упражнений. И, в принципе, мы постепенно на нашем канале планируем рассказывать, как в реальных жизненных условиях сделать вот эту сенсорную интеграцию. Вот просто теми методами, той окружающей жизнью, в которой ребенок живет. Но все эти, на мой взгляд, вот эти блогеры, психологи, дефектологи, они в результате рассказывают совершенно правильные вещи с точки зрения формирования там, мышления, памяти, внимания и всего прочего, то есть с точки зрения того, как это формируется, как это работает. Но когда они начинают работать с детьми, они, к сожалению, вместо развития дают сплошную дрессировку. То есть они и добиваются от детей, что они будут давать им стимульный материал, и дети по определенным правилам действуют с этим стимульным материалом. Тут я хочу привести такой пример. Вот недавно смотрела один блог, и там педагогу-психологу задали такой вопрос. Вот если ребенок перебегает дорогу перед машинами и никак не хочет оценивать расстояние до этой машины и не слушается маму. И психолог говорит, что это, конечно, задержка, потому что, значит, он перебегает, а мама должна подействовать таким образом, чтобы сказать ребенку, что она его очень любит, ценит, и поскольку ей важна его жизнь, то он вот должен с ней за руку переходить. Однако это вот как раз и есть дрессировочный подход. Мой подход всегда такой. Нужно поставить ребенку в такие условия, чтобы он сам понял, что он делает, так или не так. И чтобы он сам пришел к такому выводу, как надо действовать в этой ситуации. У меня в детском саду был мальчик, который очень любил перебегать также перед машинами. И мало того, что он сам так перебегал, он еще и группу детского сада заразил. И тоже все начали, значит, на перегонки перебегать, значит, перед едущей машиной. Что же я сделала? Я попросила водителя, у которого большая такая машина, джип громадный, попросила меня помочь. И всю группу выставила друг за другом в очередь. И попросила каждого ребенка поднять глазки и посмотреть, видит ли он ребенок водителя. Ребенок стоит около капота, смотрит на водителя. И, понятное дело, водителя он не видит. Дальше ребенок отправляется к водителю и спрашивает уже у водителя, видел ли он его. Водитель тоже говорит: извини, малыш, я тебя не видел, ты слишком маленький. Так у нас прошла вся группа, все спросили, и, значит, после этого никто из детей ни разу больше не перебегал дорогу. Почему? Потому что дети поняли, что их не видно, а они, значит, у них все-таки инстинкт самосохранения развит нормально, и ни один нормальный ребенок не будет бежать в опасности. И, кстати, здесь такое немножко отступление. Я хочу вас попросить приглашать на наш канал, на мои рассказы больше людей, у которых сейчас маленькие дети. Потому что легче с самого начала сделать все грамотно, чем потом все это исправлять.
И мой собственный ребенок, когда ему было 3 года, поскольку я всегда учила его мыслить и делать самостоятельные выводы, он в 3 года ушел от меня из магазина. Ушел, и я его, значит, бегала, искала по всему району, и оказалось, что он сам дошел до дома, хотя это было достаточно далеко. Но самое интересное, что путь его до дома проходил как раз через дорогу. И когда я его нашла, я его спросила: а как дорогу-то ты перешел? И мой 3-летний ребенок сказал: а что как? Я, говорит, подождал тетю, увидел, что тетя идет, и вместе с ней перешел. Вот смотрите, когда ребенок умеет думать, ему даже не надо объяснять, что это опасно. Он сам посмотрел по ситуации, сделал вывод и сделал так, как ему безопасно. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы не дрессировать детей, а учить их мыслить, оценивать ситуацию, потому что все ситуации вы в жизни не предугадаете. Если вы научили его мыслить, он может вот в 3 года взять и перейти дорогу вместе с тетей. А если не научили думать, то он будет у вас, может быть, даже и до 9, и до 10 лет. Таких детей часто встречала, которые перебегают дорогу, потому что ребенок научается как следует соизмерять расстояние и скорость автомобиля после 12 лет. Поэтому вот, конечно, ваш выбор – учить думать или дрессировать. Неважно, от чего у нас происходит дислексия, важно идти от ребенка. Что это значит, когда ребенок не может запомнить буквы, не может начать читать? Это должна быть его инициатива научиться читать и запоминать буквы. О том, как больше работать с мотивацией, я расскажу в отдельном блоке, который будет специально посвящен мотивации. Постепенно мы к этому вернемся. Но чтобы вот на первом этапе замотивировать ребенка, вы можете сами расспросить его, что у него получается, что не получается, зачем ему нужно читать, вообще зачем вообще людям нужно читать, как он думает, для чего это нужно. И когда ребенок с вами вот это все обсудит, и вы обсуждаете с ним как с равным, на равных, как партнера, то, возможно, он и сам уже замотивируется и придет к выводу, что читать-то ему как раз очень нужно, потому что он собирается вообще идти в школу, и в школе ему нужно читать, и чтобы ему быть таким же способным и одаренным, как другие дети тоже. Еще один вопрос. Нужно или не нужно делать коррекцию при дислексии? Сейчас в громадном количестве стран вообще не делается коррекция дислексии. Так же, как и аутизма. Ребенка просто учат жить со своим дефектом. Вот есть у него дефект, значит, учат приспосабливаться и выживать так, как он, значит, насколько он может. Насколько может обучился, тот и молодец. Однако я считаю, что коррекцию делать нужно. Почему? Потому что сами представьте, если ты не умеешь читать, как тебе жить? У тебя громадное количество жизненного опыта проходит мимо. Громадное количество профессий проходит мимо, потому что в них необходимо уметь читать. И это просто неудобно. Поэтому коррекцию нужно делать, но ее нужно не как делать как коррекцию, как устранение дефекта, а нужно делать это как способ еще раз поразвивать мышление ребенка. Вот если вы используете любой дефект ребенка, любое то, что у него не получается, не как вот дефект, да, а как еще один повод научить его мыслить самостоятельно, научить какие-то делать вещи самостоятельно и становиться умнее, это только плюс. Об этом как раз все наши ролики и наши программы. Смотрите, подписывайтесь, приглашайте друзей, будем это рассказывать. Какие трудности испытывает ребенок? Как я уже говорила, бывают трудности с фонематическим слухом. И здесь самое важное – много петь. Некоторые обращаются, идут к логопедам. Логопеды там играют со всякими карточками, делают различные упражнения, однако это не настолько эффективно. Во-первых, логопеды тоже, одна из дефектов логопедов, то, что они учат детей говорить какими-то схемами. То есть они реально учат детей не самим формулировать предложения, не самим составлять рассказы, а учат, как это делать правильно. И опять же таки дрессировка. Вот представьте себе хотя бы на один момент, на один миг, да, что бы было с Мариной Цветаевой и с ее стихами, если бы логопед ей объяснил, как правильно ставить подлежащее, сказуемое, там, как правильно, на каком месте должен у вас стоять глагол, существительное, насколько распространенным должно быть предложение и все такое прочее. Когда-нибудь у вас вырос Маяковский, Блок или любой другой писатель. Изначально речь у ребенка должна быть спонтанная его.
они построены сразу по правилам произношения и по правилам постановки предложения. Поэтому лучше всего я вас адресую как можно больше петь. И не как в детском саду поют одну песню полгода или там 2 песни полгода. Это не имеет никакого смысла. Нужно с ребенком петь как можно больше слов пропевать. Петь много слов. То есть песен должно быть много разных. Чем больше он будет петь разных слов, тем лучше он начнет их слушать, больше разовьется у него фонематический слух, и все будет скорректировано. Работа с чтением и с буквами. Я уже это рассказывала еще о таком способе, как работать с помощью... Значит, прежде чем на ощупь определять буквы, прежде чем их лепить, хорошо играть в такую игру с ребенком, когда вы ему под столом даете или в мешочке, можно в мешочек положить, даете фигуру, которую он предварительно видел. Он эти фигуры видел, он просто не знает, какую вы сейчас ему предложите на ощупь определить. Даете, и он рисует эту фигуру на ощупь. Потом вы переходите к буквам. Буквы вы можете вырезать из картона, можете вырезать буквы из фанеры, можете сделать их из синильной проволоки, можете лепить из пластилина. Это на ваш выбор. Чтобы объяснить, для чего это нужно, я хочу вам рассказать немножко про визуализацию. У меня тут небольшая презентация, и я прокомментирую несколько слайдов. Первый слайд вижу, чувствую, вижу. И да, с чем это связано? Когда наш ребенок рождается, он внутриутробно уже много чего умеет чувствовать, он умеет уже слышать, но он ни разу никогда не видел. Потому что зрение, там темно, и зрительный анализатор начинает складываться у нас только, когда ребенок появился на свет. И как у нас ребенок научается видеть. Все, у кого есть дети, все знают, что прежде чем ребенок что-либо увидит, он сначала это запихнет себе в рот, потом это будет щупать, и когда он все это полижет и пощупает, он знает, что это такое, он начинает это видеть. Именно на этом и построена вот эта программа «Как научить видеть». И именно и представлять. Именно из-за этого мы лепим и чувствуем. Вот как только мы лепим, мы это как бы сделаем своими руками. И когда мы делаем своими руками, мы принципиально понимаем, из чего это состоит. И, в принципе, вот это изначально сначала понять, из чего это, как это устроено, а потом уже что с этим делать. Вот на этом и построена вся моя программа. Я буду это рассказывать потихоньку. Именно когда ребенок сначала осваивает, как же это устроено, а потом уже что с этим можно делать, вот тогда он начинает мыслить. Это запускает и мышление. Когда ребенок вначале чувствует и представляет, тогда у него работает вот эта самая древняя структура. Я учусь видеть и запоминать через ощущения. И здесь мы делаем вот такую работу с ним. Лепим, чувствуем разные предметы, на ощупь их достаем, их изображаем. Вот это может быть, как на втором слайде представлено, и буквами можем так работать, и с цифрами. Переходим к третьему слайду. На третьем слайде тут показано, что вообще можно щупать. Можно щупать различные там предметы, да, и там из счетных наборов, из геометрических наборов, из сказок, вот все, что хотите, да, вот все подойдет. Притом, когда у вас ребенок научается щупать, можно давать это по очереди. Например, вначале дать там цилиндр, потом дать параллелепипед, потом кубик, а потом спросить ребенка, в какой последовательности он все ощущал. То есть мы таким образом можем еще очень во многом тренировать память. И другой тип памяти, который у нас, в принципе, в жизни редко задействуется. Но этот тип памяти очень поможет нам для того, чтобы начать запоминать буквы. Дальше, когда мы научаемся с вами все это на ощупь делать, мы можем работать с картинками. Но здесь вот в качестве картинок берется карточка из методики Глена Домана. Тут мы ее используем следующим образом. Мы даем ребенку посмотреть на эту карточку, потом он закрывает глаза и рассказывает все, что он там помнит. Мы ему задаем вопросы. Это там какого цвета была трава, что там еще было, не было. Можем его путать. Однако я предлагаю другой немножко способ. Прежде чем давать ему вот эту карточку, мы можем сделать следующее. Мы
просим его проверить, как мы запоминаем. То есть он дает нам карточку, которую он выбрал. Вы запоминаете эту карточку, даже закрываете глаза, а пусть ребенок задает вам вопросы. Вы можете как правильно отвечать, так неправильно, он будет вас поправлять. И затем вы меняетесь местами. Пока он вас выспрашивал по этой карточке, он ее, конечно, тогда хорошо запомнил. И теперь вы меняетесь с ним местами, и теперь он закрывает глаза, и вы по этой же карточке его спрашиваете. Такая работа гораздо эффективнее и полезнее, потому что ребенок сам выявил вот все основные моменты, все детали, он это все проработал, и он учился задавать еще вопросы. Кстати, насчет вопросов. Я часто говорю в своих роликах о том, что надо работать через вопросы. Через вопросы работать, когда ребенок умеет задавать вопросы, это очень хорошая вещь. Так можно учить решать задачи, потому что когда ребенок задает вопросы к задаче сам, то он переформулирует мысль и поэтому понимает лучше, что там спрашивается. Также, когда он задает вопросы к тексту какому-то, он тоже лучше понимает этот текст и сразу начинает удерживать смысл. Более того, вопросы учат сразу структурировать информацию. То есть это очень полезная вещь. На самом деле у детей есть возраст почемучек, и если использовать этот возраст вовремя и давать ему тогда задавать вопросы по-разному, то и не надо переходить к тому способу обучения, который я сейчас расскажу. Однако каким-то образом сейчас детей очень то ли этому возрасту уделяется мало внимания, то ли, ну, в общем, по какой-то причине дети плохо сейчас задают вопросы, и я с этим сталкиваюсь регулярно. Итак, что мы делаем, чтобы научить задавать вопросы? Я здесь не помню, к сожалению, автора этой методики, это не моя методика, но я расскажу, что мы делаем. Мы берем карточку. Но лучше всего взять какую-то очень простую карточку, потому что, ну, там, например, котенка ребенку трудно будет нарисовать. Лучше всего взять какое-нибудь яблоко, грушу. Ну, я расскажу вам на медведя. Берете вы какую-то простую карточку. Вы берете карточку и говорите ребенку: давай с тобой сыграем в такую игру. Вот у меня здесь что-то нарисовано, а тебе нужно, меня расспросив, узнать, что у меня нарисовано, нарисовать такое, не видя этого, такое же, как у меня. При этом ребенок это не видит, и вы ему говорите: знаешь, вот для первого раза я тебе немножко помогу. Я тебе скажу, что на этой карточке нарисован медведь. Дальше ребенок вам задает вопросы, там, ну, какого цвета медведь, там, есть у него глаза, там, стоит, лежит, бегает, прыгает. В общем, все, что он придет ему в голову. Он задал этот вопрос, нарисовал медведя, дальше вы кладете ему, значит, рядом с его рисунком свой рисунок, и он сравнивает, угадал, не угадал, догадался, не догадался. И здесь он прекрасно видит, что же он еще не спросил, что он не дорисовал у этого медведя, потому что он что-то не спросил. И такая регулярная тренировка приводит к тому, что он вас научится замечательно задавать вопросы, вытягивать из вас вообще любую информацию. Это я рассказала вам о способе, как ребенка научить задавать вопросы, и они вам пригодятся везде абсолютно. Я специально по этой теме сделаю отдельный ролик. Теперь, как понять, видит ваш ребенок что-то или не видит? Здесь следующий слайд, и мы видим, тут нарисованы у нас глаза и такие стрелочки, и на них нарисовано В – это визуальный канал, А – это аудиальный канал, К – это кинестетика, это ощущение. И вот как понять, ребенок вас видит, вы ему говорите: представь, что ты там видел, что ты видел на карточке, а он, например, смотрит в пол. Понятное дело, он ничего там не видит, потому что, как вы видите, визуальный канал у нас, когда ребенок только смотрит наверх, он видит что-то зрительное. И, в принципе, чтобы ему помочь, можно сказать: ну, разгляди это на потолке где-нибудь. Если вы тоже его что-то спрашиваете, представьте, а он бегает глазами, значит, вот на средней линии глаза, то он что-то слушает. Он слышит ваш вопрос, он слышит что угодно, но он не видит, не представляет. Опять тоже адресуем его посмотреть высоко. И если он совсем смотрит вниз, он либо что-то размышляет, либо что-то слушает, но тоже опять не видит. То есть с помощью вот этого рисунка можно понять, что же у нас внутри себя делает ребенок. На сегодня я хочу этим закончить. О других более интересных вещах я расскажу в следующих роликах. Подписывайтесь на наш канал, приводите к нам родителей, юных родителей. Лучше всего родителей, у которых детям там 3-4 месяца. Это поможет им сэкономить свое время в жизни на те вещи, которым потом будет делать неудобно, трудно и будет портить им жизнь и портить жизнь их детям. Спасибо за внимание. До новых встреч!